Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 января. Что ждет? Давайте с вами узнаем с 10 по 20. Что или кто, может быть и так, появится неожиданно. Но должна добавить, что, скорее всего, за счет планетарных конфигураций. Это какая-то знакомая история или знакомый человек – но в несколько иных позициях. Может быть, это решение конкретных людей, конкретных персон. Или вы получаете как неожиданно какой-то важный документ или новость, может быть, даже к вам приходит. Могут проясниться некоторые детали дела, которым вы занимаетесь, или просто обстоятельства, которые вас окружают. И в зависимости от того, что мы услышим, с чем нам приходится взаимодействовать, вот нам, скорее всего, и придется какое-то дежавю корректировать. То есть это дежавю или неожиданность, но с подсмыслом какой-то уже знакомой истории. Давайте с вами узнаем. И первая у нас колода 78 дверей, метафорические карты. Принципиальное значение имеют двери. Открытые или закрытые. Сразу подсказка, да? Какие наши возможности? Ну, по крайней мере, на короткий период с 10 по 20. Потоковая информация, мы не задаем вопросов. Что ждет? Что или кто появится неожиданно, да? С чем это будет связано? И третий знак судьбы, может быть, это как сфера жизни, в которых как раз и придется, или сферы жизни, придется принимать важное решение. Перемешаю. И вторая колода, второй ведьмочек. Давайте вот, что там за неожиданности? Что будет неожиданно? Случится, произойдет или откроется, может быть, и новость. И рассмотрим это как причину и следствие. Следующая карта, к чему это все идет. Или как это будет продолжаться, развиваться. Ну и в конечном-то итоге, к чему придет, скажем так, да? Что будет меняться, как это окажет влияние на вашу жизнь. Достанем три карты, которые касаются основных сфер жизни. И первая – любовь, взаимоотношения, вопросы дома. Ну и в целом взаимоотношения, может быть, с людьми с 10 по 20 для вас, козероги. Что ждет козерогов с 10 по 20 в сфере финансов? И что ждет по части ваших планов? У кого-то работа, учеба, ну, может быть, и договоренности, или документы. У каждого здесь свое. Какой прогресс, да? Первый знак судьбы. Давайте будем узнавать, что нам... Ух ты, аркан влюбленный. У кого-то именно личная жизнь, может быть, как на кону. Нет закрытых дверей. Но, опять же, эта карта часто выступает как выбор. Трое. А у кого-то, может, и правда любовный треугольник. Иногда свидетельствует об этом карта, но чаще она, конечно, свидетельствует о том, что мы имеем как минимум два варианта. По делу, по вопросу, или как решить какую-то задачу. Может быть, или так, как будто, да, вот двойственная какая-то тема. И вот вам нужно с чем-то определиться. И тут, скорее всего, вы будете что-то согласовывать, ведь карта старшего аркана нам напоминает сепарация только иллюзия. И даже если, может быть, у кого-то на кону важные дела, которые не вы инициировали, или вам не хочется принимать альтернативное решение, да я такое могу допустить по этой карте, а вроде бы как придется. Ну и планетарные транзиты добавлю. Здесь они именно нас подводят к какому-то итогу, что нам придется какую-то или знакомую историю переделывать. Или пусть это касается темы работы, у кого-то может быть и банально отчет переделать. Вроде вы все посчитали, да, все было правильно, на тебе, это вот что-то не пошло, да, или какую-то бумагу нам могут вернуть на пересмотр, потому что либо новые детали дела открываются, и тут у кого что. И нам как-то нужно в эту конфигурацию вписаться. И тут будет очень важно для кого-то и не поссориться, или не настаивать на своем, но какой-то внутренний выбор делать. И причем так, когда мы имеем запасной аэродром все же, да, потому что и сепарация только иллюзия. Может быть, принять чью-то точку зрения. Принять это ведь не значит, что согласиться полностью, но мы принимаем именно как альтернативный, может быть, взгляд. Или человек, вот да, он думает так. Мы не призваны кого-то воспитывать, ну, только разве своих детей, то в достаточно таком маленьком возрасте взрослых детей мы уже не воспитаем.
Но вот принимать нам приходится некоторые позиции. Вот такой знак судьбы. Второй знак судьбы. Новость какая-то. Может быть, она связана именно с человеком. Пажи — это вестники. Может быть, это информация, документ, опять же. Я не исключаю, это точка зрения конкретного человека. Часто пажи — это и наши дети, правда, но это еще и такой элемент, как начало какое-то, да, когда нам придется что-то обустраивать по-новому. Может быть, и буквально вы открываете двери кому-то. Может быть, это как новое знакомство, которое состоялось недавно. И вот вы шаг за шагом узнаете человека. Но ведь я допускаю, что и вы можете быть с позиции вот этого персонажа, да, который стоит с подарком за спиной, держит. И вот он, ему открывают двери, значит, вам какие-то двери будут открыты, мои дорогие. А, Но все же карта больше говорит о том, что это вы. Может быть, есть еще на начальном этапе какая-то игра, именно игра. Больше об этом нам говорят карты. Ну вот конкретная карта. Не случайно, как будто шутовской костюм, правда? Как, ну и девушка-то, она вторит. Тут может быть такая, знаете, игра, в которой задействованы двое, но к чему это пока идет, непонятно. Может быть, это перевод отношений в последующем на новый уровень. И это может касаться напрямую работы жезла, дела, работы бизнеса или откуда к нам приходят деньги. М, Тут может быть изменение, где-то мы к этому подходим. Человечество, наверное, подходит к тому, что концепция отчасти заработков или получения доходов, она тоже меняется. Был один заработок, да, а тут наставить жизнь перед фактом, добавить какой-то дополнительный доход или даже что-то начать изучать. По пажам изучение тоже идет. Но и это будет скорее касаться у кого-то и личная жизнь, и вопросы работы. И одно актуально, и второе. Как соединить? Вот может быть даже вот аркан влюбленная, да, как это вы, может быть, ваш любимый человек, но есть еще мир материальный, когда вот нужно вашу какую-то задумку, задумку вашей пары переложить на материальные рельсы и сделать это максимально реалистично. Такое я тоже допускаю. И у кого-то эти реалии связаны с документами, у кого-то с работой, а у кого-то вот конкретно решение финансовой задачи. Тут что-то быстро не пойдет, и это правда вам что-то знакомое. Вам придется потратить какое-то время, аркан умеренности, старший аркан. Здесь может быть какая-то, ну, как катавасия, неразбериха. Вроде бы и тут все понятно, да? Но иногда с учетом, вот если мы тем более две эти карты смотрим, планетарные транзиты, пусть даже мы и хотим с чем-то разобраться или больше определенности, но, видимо, не получится это с 10 по 20. Я тут вижу по аркану умеренности, настройтесь на более далекую дистанцию. Ладно, что ж там неожиданно. А вот все то, что я говорила. Вопросы личной жизни, вопросы пары, вопросы дома, вопросы финансов. Для кого-то из вас получение финансов, может быть, как прибыль какая-то, приход денег, помощь от близких, вот такое тоже. Или помощь вашего близкого человека. Может быть, это желание построить семью. Может быть, и от детей, которые взрослые дети где-то на расстоянии, да, и вы тут слышите, ваше чадо какое-то решение приняло. Что это за неожиданность? Две полярные, правда, карты. На одной семья, на другой отшельник. И вы знаете, неожиданность, правда, может касаться именно семьи, отношений, мы вместе или нет. И у кого-то камнем, ну, как преткновение, вопросы финансов и работы. Хотя нам не говорят, что есть какое-то несогласие. Но, может быть, это даже не ваш выбор, а выбор какого-то конкретного человека. Может быть, и близкого человека. Я этого не исключаю. И, может быть, человек решил куда-то поехать. Как будто он идет своим путем. Я могу допустить, что по аркану отшельник это можете не быть не вы, а кто-то другой. Как будто первая карта неожиданность. Именно взаимоотношения нам где-то, да, больше показывают. Ну, может быть, это как и буквально взрослые дети решают, ну, разъехаться с родителями, да, они хотят самостоятельную жизнь строить, как бы идти своим путем. Ведь по отшельнику именно это значение и проходит. Но для кого-то это может быть связано, когда вы начнете думать, а не поехать ли мне учиться куда-то в другую местность, потому что, опять же, свой какой-то путь. Может быть, для кого-то из вас основной триггер. Здесь я не могу раскрыть свои таланты, значит, я буду рассматривать другие какие-то номинации, потому что здесь больше помех,
Вот именно, знаете, по аркану отшельник мы стремимся к тому, чтобы нам ничто не мешало. И вот вы сами тоже можете к этому стремиться. Но я точно так же допускаю, что и какой-то человек, может быть, это у него сейчас происходит такого рода трансформация, когда он, ну, буквально отсекает из своей жизни все малозначимое. Или пусть даже ваши отношения для него будут очень важны, но он может принять какое-то тоже решение, которое будет связано не потому, что здесь, ну, есть как отказ сам по себе, а может быть, для конкретного человека сейчас именно что-то более важное. Или, как знаете, само идет в руки, может быть и так. Он переключается на какие-то иные вопросы. И тут вы можете, вот для вас эта ситуация тоже может быть неожиданна. Ну ладно, давайте узнаем, а к чему это все идет. Но так или иначе, что-то должно быть прояснено. Тройка мечей. Любая тройка– карта будущего. Вот к чему идет. Тут, наверное, знаете, хоть мы часто говорим, уран все ломает, да, но он больше ломает наше восприятие. Мы в чем то были уверены, а потом мы понимаем: а нет, в этом уверенным быть нельзя. Или, может быть, чаще эта карта именно о тех отношениях, которые были, ну, так не совсем стабильны. Может быть, была какая-то с чьей-то позиции игра, а с вашей позиции было абсолютное доверие. В итоге мы и получаем вот это разбитое сердце. Я точно так же могу допустить, что у кого-то ситуации по работе. Почему нет? Мы выполнили какую-то работу или, может быть, нам уже обещали какой-то прогресс, и вдруг приходит информация, которая, кстати, может ставить под сомнение дальнейшую перспективу финансовую. И вы понимаете, я как будто сейчас один на один. Вот у кого-то именно с этим тоже может быть связано. Но вас как будто нет все равно в прошлом. Что-то само завершается, пытается словно от вас оттолкнуться. Но вот этот опыт, может быть, это и связано с отношениями, кстати, с какой-то, может быть, прежней любовной историей, личной историей. Но здесь мы, знаете, уже безэмоционально. Вот эта карта здорового равнодушия. И у вас-то вот, если мы сказали, тройка– это карта будущего, но карта нам обрисовывает в тот момент, в котором вы сейчас, прямо сейчас находитесь. И есть какая-то тема, которая вам не дает внутренней покоя. Пусть вы об этом не расскажете никому. Но вы аналогию с прошлым все время проводите. Вы вспоминаете. Возможно, вы пытаетесь себя оградить, как и от поспешных каких-то действий или от каких-то ранних выводов, да. Но вот вас-то уже в прошлом нет. Но, видимо, настала пора. Может быть, так складываются события, что вам нужно какую-то сегодняшнюю, нынешнюю историю, прямо сейчас, что происходит, соотнести с тем, что вы переживали когда-то, поставить в чем-то точки. И в этом вам помогает. Вам именно помогает, ну, знаете, как, такое здоровое видение, совершенно непредвзятое, ведь тут ничего не болит, тут все отболело, отгорело, да. Нет вас в этой комнате, нет вас в этом прошлом, но каким-то образом, видимо, какая-то ваша внутренняя трансформация, она продолжается. С чем это связано? К чему это все идет? Вы выводы должны сделать. Есть те темы, когда мы складываем оружие. Единственный момент– мы не должны подзастрять. Может быть, это буквально для кого-то из вас как, ну, пауза даже, может быть, как отпуск вы взяли, да, или какие-то дни отдыха, и вы сейчас именно, кто-то в санаторий, может быть, поехал, ну почему нет, восстанавливать силы. Такое тоже допускаю, потому что четверка мечей– это пауза. И мы тут ни с кем не спорим. Нам вообще-то все равно. Где-то, посмотрите, очень последовательно. Тройка мечей. Мы как будто должны выздороветь, отдохнуть от каких-то разочарований, от, может быть, и предательства, от прежней какой-то концепции. Нам нужно время привести именно мысли в порядок. Карта иногда предусматривает то, что, может быть, и пространство вы будете вокруг себя, вопросы дома, да? Кто-то хлам будет выбрасывать, кто-то готовится к переезду. Почему нет? Но тут нужно и не торопиться, но и не дать себе застрять, паутина в верхнем углу. Понимаете? Поэтому тут, как пауза необходима, но она не должна быть безразмерной. И мы здесь уже никому ничего не доказываем. Так а вот придет это все к чему? Все имеет свой смысл. Помощь высших сил. И вот смотрите, я говорила аркан умеренности. Тут какая-то ситуация, она продолжит развиваться и дистанцию будет иметь
Ну, как задумано, наверное, как прописано в книге вашей судьбы, смело говорю. Потому что шестерка Пентаклей — помощь высших сил. Вот, видимо, тут настанет период, к чему все придет. Вот оно должно шаг за шагом что-то определиться. И то, что вы слышите, значит, или в чем вы участвуете, с чем вы сталкиваетесь. Ну, так задумано, каким-то высшим сценарием. Но в итоге-то это приходит к какому-то балансу, причем такому, знаете, грандиозному, великому. Шестерка пентаклей — это не просто баланс, как в нашей душе, или к тому, что когда внешняя какая-то ситуация уравновесится с вашей внутренним или внутренним восприятием. Здесь могут быть и не случайные случайности, и я такое тоже допускаю, которые вас ведут к каким-то важным выборам или выводам в конечном итоге. Влюбленный выбор, ну, понятно, мы вывод все равно какой-то делаем. Или пусть это вопросы работы. Для кого-то действительно будет означать, что, ну, как мне, я вынужден или вынуждена пересматривать именно и из-за доходов, и из-за финансов то, чем я планировал раньше заниматься, и на самом деле, может быть, чему я буду уделять внимание сейчас. У вас как глаза словно на что-то открываются, мои дорогие козероги, вы понимаете, что есть смысл продолжать, а что нет. И где-то карта, ведь это карта финансового успеха. Она как раз и говорит о том, что в каком-то деле вас ожидает именно финансовый успех. Хотя по этой карте я должна ради правды сказать, что и к вам могут обратиться за помощью. И тогда эта карта говорит: помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Внимание финансам — это точно. В личной жизни что ждет? Ну, продолжаться будут какие-то отношения. Может быть, мы тут с чем-то не согласны, но надо будет какие-то важные разговоры, откровенные разговоры. Они должны быть, потому что вот этот дуплет тоже может говорить, да, человек сам по себе нет взаимопонимания. Или вроде бы это есть взаимопонимание, но по некоторым вопросам кажется, что человек отстраняется и действует сам по себе. Не бойтесь задавать спокойно в таком балансе, да, или где-то быть дипломатом, но тем не менее для себя какие-то темы прояснить четко и не подзастрять, додумывая самим, да, или самой как-то, что это, к чему это тут все идет. Но наступает пора вам с чем-то определиться и по части личной жизни. Ну, просто у каждого тут свое. У кого-то работа на дому, у кого-то сами по себе стены, дом, а у кого-то концепция продолжения взаимоотношений. Что ждет в финансах? Ну да, как болевая точка финансы могут быть. Или, опять же, это карта искаженного восприятия. Вам нужно, вы и так вроде реалисты, но, значит, может быть, меняется какая-то система, правда, взаиморасчетов. И вы можете так думать: ой, я не справлюсь, ой, я не знаю, как у меня получится. А может быть, это касается работы, дополнительных заработков. Но, видимо, терпение и труд всего, говорят, перетрут, а это как раз вы. Вы очень сильные люди, мои дорогие. Но тут самое главное — не впасть в какую-то прострацию, не устроить себе глубокую философию. Будьте прагматичны. Все то, что касается денег, добавляю, да, может быть, и просчитывать придется где-то наперед, да, себя не обесточить, не иметь каких-то иллюзий, мои дорогие, вот правда. И в то же время у вас ведь все получится. Тут мы можем и пропустить, как прошляпить какую-то возможность. Или такое доброе время вам не в каком-то ритме синкопы или ускорения, да, авральном ритме мы говорим, а вот именно по умеренности, спокойно, планомерно, есть возможность с чем-то разобраться. И все-таки первая карта — десятка пентаклей, поэтому тут какой-то финансовый вопрос, он может быть решен. Я допускаю, у каждого своя сложность этого вопроса. А тем не менее, у вас сейчас достаточно сильная позиция. Несмотря на то, что могут быть и сложные эмоции, и какой-то выбор, и вообще непонятно, как поступить. И люди нам могут казаться, что как живут по своему сценарию, а меня словно нет. Вот не надо вот что-то анализировать, иначе мы рискуем подзастрять. Особенно в финансовых вопросах. Будьте реалистами. Давайте я достану карту совет. Что делать с этой финансовой сферой? Но вам как будто нужно, как минимум, либо для кого-то прояснить четко действительно вопрос по части финансов и понимать, какие перспективы по части денег, может быть, да, по части работы,
Да, тут придется просчитывать, надеяться только на самих себя, но, может быть, в некоторых вопросах вам потребуется, ну, как вдохновение или, как, знаете, наставник. Это карта харизматичного лидера. Какая-то идея, которую вы могли услышать, или кто-то, может быть, обмолвился, а вы сообразите: ага, я уже об этом думал или думала, а дай-ка и я попробую. Вот тогда пробуйте. Тут, правда, какой-то дополнительный идет элемент того, что вам нужно чего-то рассмотреть или с чем-то как бы провзаимодействовать, прежде чем вы сделаете какие-то важные выводы. Тут не время вот так подзастрять. Не в себя нужно смотреть, а как будто расширять диапазон, горизонт, кругозор, варианты искать, мои дорогие, по части финансов. Ваши достижения. В итоге вы сами можете принять какое-то решение. Вот выпала последняя карта, мы ищем выход, и мы его находим. А у кого-то будет связано именно с переездом и по части дома, и личной жизни. Может быть и так. Или кто-то будет, допустим, раньше вы ездили в офис, а теперь у вас будет работа удаленная, может быть, на дому. Кто-то будет планировать работу из любой точки мира. Но вот эта трансформация такая мягкая, ненавязчивая. Вот вы проходите с 10 по 20. И тут правда есть, знаете, может быть, пространство, а это правда, мои дорогие козероги, хотя бы просто потому, что Уран ретро, он последний раз уже вернулся, и на долгие десятилетия он уйдет из Тельца, знака Телец. Но вот сейчас именно в знаке Телец до 26 апреля. Вот смотрите, я вам такую дистанцию подскажу. А вы прочитайте мою статью у меня на сайте. У меня весь переход к моим статьям находится в описании под видео. Ну и, в принципе, можете на сайте выбрать, что вас интересует. Поэтому у меня есть такой коридор возможностей, да, вот такая статья. Перечитайте, обдумайте свою ситуацию, может быть, знаете, как подсказки по времени. Так вот, Уран, возвращаясь в Телец, он пытается помочь знакам зодиака стихии земли и воды. Ваш знак зодиака принадлежит к стихии земли, как и Тельцы, и вы можете вот так шаг за шагом чувствовать, ну, как будто разворачивается сценарий, как, ну, вот оно должно, или к этому какому-то итогу оно все равно все шло, или раньше вы об этом уже думали. И вот здесь именно пространство помогает, и Уран помогает вам, как организовать свою жизнь по-новому. Но прежде чем мы что-то организуем, мы вынуждены что-то передумать, с чем-то определиться и на что-то, возможно, решиться. И, видимо, это как бы поезд без этого не пойдет. Выбор направления, по сути дела. У кого-то в личной жизни, но я тут вижу и дом, и личная жизнь, и финансы. Все важно. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги. А я благодарю, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние и добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. И ссылка тоже в описании под видео. На телеграм-канале я пытаюсь соединить весь мой контент, который с разных каналов YouTube, а также мой сайт, ну и отдельные публикации, которых нет нигде, они только есть в Телеграм. Поэтому для кого-то из вас видеть весь мой контент в одном месте более удобно. Переходите, подписывайтесь, а я вам буду искренне рада. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.